Сегодня в выпуске. Алекс Курдеча против Виталия Лаалетина. Я уверен, что этот поединок будет одним из самых интересных в этом году. Если, конечно, он состоится. Ну да, Олег заметно набрал. Угроза есть. Вы думаете, Олег Жох легко пройдет Аняне Биткили? Меня опять терзают смутные сомнения. Майкл Тот. Геннадий Квиквиния. Справится ли Геннадий с Кинзмовым Майкла? Усаживайтесь поудобнее. Запаситесь попкорном. Итак, мы начинаем. Будем судить по Ливану и по Лаалетину. Уже будет более-менее понятно, какую он форму набрал. Именно такой поединок. В очередном этапе топ-8. И должен состояться. Официально Федерация ИПАЛ. Он пока не анонсирован. Но все предпосылки к этому есть. Лаалетин для Курдечи. Очень серьезный соперник. Если Курдечи удастся выиграть у Виталия, то он выйдет на совершенно другой уровень. Он войдет в двойку сильнейших борцов планеты. Польский богатырь. Направо и налево раскидывает своих соперников. И сам признается, что только сейчас он из американского футболиста превратился в настоящего армрестлера. Сейчас Алекс Курдеча и тот Алекс, который боролся в 2019 году. Это два разных Алекса. Как бы последние бандеты это показывают. Тогда это был более американский футболист, увлекающийся рейсингом. А сейчас это уже почти армрестлер, такой с большой буквы, так сказать. Оба соперника верховики. С большой вероятностью борьба будет верх на верх. Длинный рычаг Виталия против неудобной большой кисти Алекса. Кто окажется победителем в этом поединке? Напишите в комментариях, друзья. А мы продолжаем. 12 февраля пройдет армфайт между Геннадием Квиквиния и Майклом Тоддом. На мой взгляд, это тоже очень интересный и непредсказуемый поединок, где очень тяжело предсказать, как будет проходить схватка, а тем более заранее предсказать победителя. Видно, что Геннадий в прекрасной форме. Но удастся ли ему справиться с Кинзмовым Тодда? Многие спортсмены спотыкались об эту нестандартную борьбу Майкла. Против этого приема работает только борьба в трицепс. Но все-таки я думаю, что Геннадию вполне по силам победить американского атлета. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Геннадий Квиквиния попробует поднимать 164 кило на руке на кисти. Давай, волчара! На том же турнире. Восток против Запада. Олег Жох поборется с Аняне Биткили. Интерес к поединку вызван тем, что между спортсменами проходил закулисный спарринг, где Биткили раскладывал Олега как хотел. Но не устаю повторять, что спарринг — это не соревнование. Тут нет строгих правил, нет судей и нет строгого выставления захвата. Кстати, выставляться Олег мастер. Вот что говорил о борьбе с Жохом Вадим Акперов в нашем выпуске. Кто пропустил, советуем его посмотреть. Ссылка будет в подсказках сверху. Вот, он просто встал вот так, и когда судья говорит, что вот выпрями руку, что вот так, он просто говорит, что у меня рука вот так не выпрямляется. Я, конечно же, возмутился, потому что у нас как бы есть правила, и любой спортсмен должен
влезать в эти правила. Если ты не влезаешь в эти правила, значит ты не влезаешь в эту категорию или в этот вид спорта. Я возмутился, потому что как так? Я говорю, я выпрямляюсь до конца, почему он не выпрямляется? Вот это один момент. Второй из моментов, то что люди, которые разбираются в армрестлинге, они должны понимать, я боролся на атаку, я боролся на выигрыш. Соответственно, первое движение сделал я, и кисть ему начинал пробивать. И в этом моменте я не могу понять. То есть сам себе, это надо быть тугодумом, думать, что я сам себе фол сделал во время атаки. То есть я уже атаковал его руку, и зачем делать фол, если я могу как бы, продолжить свою атаку. Как бы, в принципе, вот так. Мы не дали фол, не помню, за отрыв был фол или за сход локтя, уже точно не помню, но что-то было из этих. А второй фол, поединок судила Венера Уразгильдиева. И она, получается как, у нас был судейский захват, и получается, то есть я к чему привык, то есть судья вот так держит захват, и ready go отпускает руку, понимаете? И как бы мы стартуем после этого. А тут получается как, она выставила захват, она руки убрала резко, как бы, да, получается, и потом ready go. Просто она, когда руки убрала, я среагировал на это, я думал, сейчас как бы старт будет следовать, и я уже настроился на этом моменте стартовать. Вот. А потом она выдержала паузу, и я как бы дернулся, да, это, да, наверное, мой косяк, да, это. Вот второй, как бы, да, а так, не знаю, я опять же скажу, что вот вы все смотрели, да, от и до прямую трансляцию, я ему предложил открытый поединок, то есть у него, конечно же, преимущество есть, все мы об этом знаем, но я понимал, что как бы я с ним, захотел открытый поединок, я начал его как бы натягивать, смотрю, он тоже начал меня натягивать, я с ним начал на силу, то есть я хотел просто проверить себя, на самом деле я даже думал, что я его не выиграю, но хотя бы полностью выложиться я хотел на этот поединок. Напишите в комментариях, друзья, удастся ли Жоху и в этот раз одержать победу. На этом все, друзья. Вас скоро ждет новый выпуск. Поэтому не забудьте подписаться на канал. Пишите свое мнение об увиденном в комментариях. У кого есть возможность поблагодарить автора, закинув небольшой донат. Номер карты будет в описании видео. Поставьте лайк, если понравился сюжет. И обязательно поделитесь этим роликом у себя на страничке. Для меня это важно. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинитуллин Руслан.